Друзья, всем привет! С вами сегодня Сашка Япончик со своей семьей. И сегодня у нас самый обыкновенный выходной день. Мы едем на данный момент в одну кафешку. Вы уже знаете это кафе, мы там были несколько раз с вами и даже с Сайто-саном. Мы едем туда, чтобы посмотреть футбол. Сегодня играет сборная Японии. Сейчас я со своими детьми, и жена моя подкатит на велосипеде тоже туда чуть попозже. Вот, она сейчас немножко занята. Ну, в общем, поехали. Вот такие у нас переулки, прикиньте, возле дома недалеко. Я даже не знаю, как они сюда заезжают. Вот посмотрите. И, это какой-то микроавтобус, он сюда приехал. Вот по такой улице. Это тяжко, конечно. А если у тебя крузак? Все, пиши пропало. Так, один нам вот туда. Такие вот переулки, белье висит у людей. Все чисто обычно бытовуха. Автоматы с водой, они просто везде стоят. Просто везде. Здесь вон что-то, ремонтники что-то делают. А нам надо переехать дорогу. Давай, Лео, гамбатте. Поехали. Let's go, Лео. А вот здесь вот дядька ремонтирует мотоциклы. Я когда-то с ним пил пиво. Случайно в баре так познакомились. Конча. Курен, нанен шики деска. Самман деска? Сугой. 30 тысяч пробег, представляете, 86-го года мотоцикл. Хай, арято замас. Ой, и пайнанка, вот смотрите, там внутри много таких вот. 75-го года BMW вот этот вот стоит. Офигеть. Хай, арято замас, маса. Хай. Вот такие вот бэхи стоят. А я, получается, с ихним, там дедушка был. А я вот смотрю, это мужик такой лет 50-60. А он говорит, что он просто попросил, дедушка этот попросил посидеть, а дедушке надо куда-то отъехать. Он отъехал. Я ему говорю, я с этим дедом, я пиво пил. Один раз я, правда, я не знаю, помнит он меня или нет. Один раз вот так вот пиво с ним попил. И он мне говорил, заходи там, это самое, посмотришь мотики там, все старые мотоциклы. Сами видели, да, 75-й год и 86-й. Там, по-моему, все бэхи стояли, я так сильно... Мы же не заходили туда. Вот. Все-таки деда нету, да? Вот. А нам туда, нам в гору, получается. Да, Лео? Лео, скажи привет. Как дела? Не, у тебя как дела? Хорошо? О, мэр, смотрите, какой прикольный стоит. Да, какой-то заряженный АМГшка по-любому. Так, а мы на футбол, конечно же, немножко опаздываем. Поехали, Лео, давай. На футбол опаздываем. Уже он начался, в принципе. Вы все равно это увидите, это видео уже, когда футбол уже закончится в этот момент. Естественно, вы будете знать уже даже результат. А я вот сейчас еду, я еще не знаю результат. Так что привет вам из прошлого всем. Так, а мы почти подъехали уже, да? К этой девочке. Очень такая вот, приятная девочка на самом деле. Девушка. Кто скажет, что это не девочка, пусть первый бросит в меня камень, да? Девочка, все они девочки. Независимо от возраста и погодных условий, Лео, ты там где там? Давай, поехали. Едет сзади. Притихарился. Ой-ой-ой. Давай, едь вперед. Давай, хаяку. Хаяку. Хаяку по-японски это быстрее. Хаяку. Давай. Давай, крути на горку. Давай. Здесь мы налево, и здесь мы приехали. Вот, помните этот, ребят, ресторанчик? Все, сейчас поставим велосипеды и пойдем смотреть футбол. А это такси, смотрите. Вот в Японии вот такси работает вот так. Вот это водитель такси. Они всегда вот так одеты. Не всегда, точнее, есть когда прям галстук и пиджак, но они всегда это сервис. И не просто сервис, а сервис на высшем уровне. И это он ждет, скорее всего, своего этого самого клиента. Видимо, клиент пошел в магазин, потому что здесь прям супермаркет вот с этой стороны. Клиент пошел в магазин, сейчас клиент выйдет, он ему откроет обязательно дверь, обязательно, и все, и уедет. Наверное, мы с вами не увидим ничего, потому что что-то эти клиенты задерживаются, я смотрю. И вот он будет стоять до тех пор, пока клиент не выйдет. Если клиент выйдет, ребят, через полчаса водитель будет стоять. Прикиньте, полчаса.
То есть это сложная работа, и чтобы стать таксистом, нужно сдавать специальные экзамены и получать специальную лицензию. Это не обычная работа. Так же, как и на автобусе, водитель автобусов, все, что связано с пассажирами, это все, крайне сложно, и крайне сложно сдать вот эти экзамены. Там отдельная категория прав идет, отдельная лицензия именно таксистам. И на автобусах то же самое. Допустим, я могу садиться за руль обычного автобуса, но если он только не на линии, то есть мои права грузовика позволяют ездить на автобусе, потому что, в принципе, это одно и то же, да, на грузовике, на автобусе я могу ездить. Если это автобус, допустим, нашей фирмы, в прошлой фирме мы так делали. Бывало такое, что ехали, на автобусе с ночевкой, да, там, в онсен, что-то он в машину пошел, что-то счетчик, что-то он там подкручивает. Телефон взял, будет звонить сейчас, наверное. Что-то долго, видимо. Или нет? Нет, не звонит. И мы ездили на автобусе, автобус нашей фирмы, и мы садились за руль все, то есть водители садились за руль все абсолютно. А если автобус на линии, то мне нельзя садиться за руль такого автобуса, нужно сдавать лицензию. Так, сейчас я Ёшке позвоню. Так, мы не дождемся, наверное, этого. Все, а мы ставим велосипед. И вот только я заехал с этим велосипедом, и бабулька вышла, из здания. Как всегда. Так, ставим велик и идем в этот рестик. Так, а велик мы можем поставить где-то. Мы вот так его поставим, немножко в наглую. Поняли, да, что, водитель этого такси стоял и ждал, там полчаса, час может стоять, и он будет стоять, он не будет в машине сидеть. Так, мы ставим велики сюда, там нельзя на тротуаре, там ставить велосипеды. Могут оштрафовать, представляете, могут оштрафовать, если ты поставил велосипед на тротуаре. Это именно здесь, это не везде так, вообще не везде, но много где, да, где людно, там нельзя кидать велосипеды, где попало. Потом приклеивают тебе наклейку, либо вообще могут его забрать, типа как штрафстоянка есть такая. И ты потом идешь на эту штрафстоянку и платишь штраф, все как с машинами, только с велосипедами и немножко попроще, конечно. И штрафы там не такие уж и большие. А это фотоателье, смотрите. Смотрите, какой фотоаппарат здесь. А здесь такие картины, эти фотки делают в кимоно, видите, даже с катаной. Прикольно. Идем. Они открыты. Open написано. Open значит открыто. Это по-японски, если что. Так, а мы сюда. Хай, конничуа. Здесь футбэк идет. 2-0 already. 2-0 уже. Япония ведет. Ёшка, hello. Hello. Все, могу расслабиться нормально. По-мужски. Ваше здоровье. Если что, это сок. Это сок. Вообще красота, ребята. И футбол. Причем любимая команда, представляете? 2-0. Молодцы. Знаете, да, японцы после матча, постоянно убирают за всеми. За собой, за другими. Убирают мусор, собирают. Это тоже интересно на это смотреть, на самом деле. В Японии-то это нормально, а другие, да, кто смотрит с других стран, и также и вы, немножко это удивление, да? В Японии это не вызывает удивления, на самом деле, это абсолютно нормально. Это культура такая. Еще это самое, хотел вам рассказать, ребят, у нас в школе, я читал в интернете, посмотрел в интернете, что это вообще такое. Это значит только в нашей префектуре. В каждых префектурах совершенно по-разному, но много где есть такое, просто оно по-разному сделано. Объясняю. У нас в школе возраст примерно 13-14 лет. У них один раз, одна неделя за все, вообще за весь процесс обучения, да, одна, где у них выделена на работу. И работа это не в школе. Школьники выбирают работу, где им дают варианты в ресторане, в автосервисе, Toyota. То есть кто дает им разрешение, такие как Toyota, я знаю, Mazda точно, потом много ресторанов разных дают разрешение, чтобы дети, школьники приходили к ним работать. Но они не просто работают, они в основном помогают. Допустим, если это ресторан, они там могут, где-то там посуду помыть. Причем за это не платят деньги вообще. Просто школьники на целую неделю идут работать, и они выбирают куда. Кто-то идет в детский сад, помогает там с детьми играться, да, они не убирают за детьми, а помогают там играться. Кто-то идет в Тойоту, допустим, да, они просто там ходят, смотрят все. Где-то могут какую-то дать работу, да, там самую простую, там что-то подкрутить, максимум, и то не подкрутить, наверное. Скорее всего, подай, принеси. И так и далее. То есть
по ресторанам. Все это недалеко от школы должно происходить. И школьники идут на целую неделю работать. Я считаю, что это круто. Дети сразу. Это не к тому, чтобы они учились уже чему-то делать конкретному, допустим, гайки крутить там. Нет. А именно к тому, чтобы они понимали, что в этой жизни надо работать. Когда Ёшка училась, была маленькая, такого еще не было. То есть это совсем недавно ввели это в систему. И это есть по всей Японии, просто в каждых префектурах это по-разному. Где-то есть такое, что несколько дней они всего проходят такое. Где-то у нас конкретно это неделю. Ну, конкретно 5 дней, да, 5 рабочих дней. Дети, школьники свистуют работать просто. Идут на работу, и все. Это и детские сады, и пожарные части, и полиция, и скорая помощь. То есть они везде вот берут вот это вот детей, практикантов, как сказать, или интернов, да, там, если больница. То есть, ну вот так вот. Что скажете, пишите комментарии, по-моему, это, ну, очень круто. Это очень круто, серьезно. Вот я вам сейчас прочитаю с интернета, да, что это такое. Называется Trial Week. Trial Week. Это недельная практика для учеников 2 класса средней школы. Ну, то есть 13-14 лет, да. Здесь же школы на 3 поделены. В каждой школе по 3 года обучения, 3 уровня школы. То есть у нас есть начальная и средняя уже, да, школы, да, а здесь 3 школы. Ну, в общем, это 2 школа 2 класса. То есть это получается, ну, 13-14 лет, вот здесь так и пишется. В префектуре Хьёго. Во время этой недели школьники не учатся в обычном режиме, а знакомятся с различными профессиями и организациями. Работают в магазинах, детских садах, библиотеках, пожарных частях, предприятиях и других местах. Цель программы – помочь подросткам познакомиться с миром труда, почувствовать ответственность и лучше понять общество. Я не знаю, напишите комментарии, ребят, что вообще думаете об этом. Я считаю, что это, ну, круто. Это мое мнение, да, у каждого свое мнение. Кто-то напишет, что вот эксплуатирует детей, да, там, кто-то еще что-то напишет. Но я вот смотрю на японцев взрослых и детей, да, и могу сказать, что воспитание и вообще система образования на высоком уровне вообще. У нас такого нету, это точно. Это прям стабильно. Здесь дети со взрослыми, все, просто все дети со взрослыми разговаривают на «вы». Я другого не видел еще. Ну, хотя у нас, наверное, тоже, блин, просто не все, скорее всего. Фиг его знает. Тоже люди разные есть. Здесь тоже есть, ну, понимаете, да? Разные. Разные есть. Хокто, get some job? Yes? Сюда. Ставь. Такс. これをここ押さえて卵潰して卵いきます牛乳も入れます。これ何の牛乳ですか？これね、あれオーツミルク。植物性？植物性。これブツブツいっぱいあるやろ。これないようにしなあかんね。全部きれいになくしてください。はい、お願いします。It's real? So real. Блин, это настоящая звезда. Звезда Патрик. Ребят, как вы знаете, государство сейчас активно борется с VPN. И какие сервисы уже перестали работать. Но есть GroovyPN, который на рынке с 2023 года и помогает обходить все новые и новые способы блокировок. У GroovyPN безлимитная скорость и тянет YouTube в 4К без каких-либо проблем. Также можно подключить до 10 любых устройств по одной подписке. В общем, можно подключить всех членов семьи и даже останется с запасом. У них используются самые современные протоколы, благодаря чему можно обходить даже белые списки. Но это когда на телефоне не работает ничего, кроме госуслуг, банка и маркетплейсов. А с GroovyPN у вас будет полноценный интернет. Ну и самое главное, все это можно попробовать бесплатно по ссылке в описании. Переходите и пользуйтесь. А мы возвращаемся к нашему видео. Я Ёшке говорю, что в Японии, да, очень много вот заведений, ресторанов, баров, кафе там и так далее. И не только кафе, да, и даже, блин, супермаркеты, где потолка нету, у них все вот так открыто и все вот выглядит вот так. Реально этого много. Просто это большая часть вот так это сделано. И Ёшка говорит, что это вот они, ну, считают, что так даже лучше, типа, блин, какое-то пространство дает или что, это тебе не просто потолок, а здесь, блин, есть на что
что посмотреть, ну и типа это стиль такой. Ну реально необычно, я уже привык к этому. То есть поначалу, конечно, когда я только приехал в Японию, мне всегда, ну, глаза бросались на это. Типа думаю, блин, а что, у них денег нету, да, там подвесной потолок сделать тут, вот, чтобы спрятать это все. А на самом деле они это даже и не прячут. То есть это так задумано, представляете? Вот труба какая-то, провода. Вот там дальше, вот видите, потолок сделан. А здесь это не то, что они, типа, или денег не хватило, или просто, типа, не достроили, да, там. Нет, это вот так вот этот вот какой-то дизайнер пришел, говорит, я вижу вот так вот, значит, вот здесь будет потолок, а дальше, типа у вас денег не хватило, и все. Какой-то крутой дизайнер, наверное, вот. Ну, реально, вот. Типа необычно сделал. Да, а здесь прям вот четко видно, смотрите, пожарную систему, значит, вот эти вот трубы. Прям вот пожарные приходят, когда на проверку, им тут легко вообще это все проверять. Они прям посмотрели наверх, так, все нормально. Вон все прописано по датам, все нормально, короче. Блин, ну прикольно. Так, у нас футбол начался. Тут мужчина пришел какой-то с нами футбол посмотреть. Что интересно, что в нашей округе мы позвонили, да, вот, бары разные, в несколько баров позвонили, ну, рядом с домом. Ни в одном баре футбол не смотрят. Это Япония играет. Футбол не смотрят. Если бы это играло бейсбол, то здесь бы все забито было бы. В этом баре мы позвонили, она говорит, я могу включить, типа. Включила, вот, но людей нету все равно. Да, вот сейчас... В принципе, 2 часа дня. Обычно люди приходят на обед. Обед либо ужин. У них же все по времени. Все четко. В 12 и в 6. Обед и ужин. Остальное все время рестораны пустые. Обычно они даже рестораны закрываются. После обеда они закрываются и обедают сами работники. Там обычно с 2 примерно до 5 до 6. Что-то тебе дали уже, да? Ах ты, ё-моё. It's you, mate? Yes? Кто сделал блинчики? Что там было? Удар был? Я думал, там уже режут кого-то. Так заорал. Кстати, комментатор матчей это Хонда, знаменитый футболист Хонда, который, он даже в российском каком-то клубе играл, да, по-моему. Но он в Японии очень знаменитый футболист. Бывший, да, футболист, он сейчас он комментатор. Ну, наверное, не только, еще чем-то занимается, может, тренер. Дай, папа, что ты даки? Иди ска. Я попробую твои блинчики, Хокта, с вареньем. Оба. Прям как у бабушки в детстве. Ой, шеи, Хокта. Не успел камеру включить. Мне как раз Ёшка начала объяснять за это самое, поэтому я отвлекся от футбола. Начала объяснять за японскую форму, значит, футбольную. Вот они играют в синей форме, а у них есть выездная форма белая. И это, мол, самая популярная форма, типа, сейчас в мире. Ее, короче, даже невозможно купить, футболку, потому что ее легко очень носить, ну, просто, да, вот, носить ее как футболку, да, не для футбола, а в смысле, как футболку. И поэтому их раскупают в мире вообще везде. И невозможно купить даже вот сейчас в Японии. Посмотрели в интернете, везде sold out, короче, везде продано. Просто футболку купить в сборной Японии, только белого цвета. 4-0. Ариато зимас. Хай матане. Ариато зимас. Какие эти, да? Горшки для цветов. Как сапоги такие. Здесь такая река у нас. А здесь вот, представляете, это вот калитка в чей-то дом. Не, просто на территорию. Дома нету, но, видимо, территория, то есть можно купить. Калитка просто на чью-то территорию. Если купишь вот так вот, у тебя, то есть тебе надо пройти калитку и мост пройти, чтобы домой попасть. Вот как там, сейчас будем проезжать. Сейчас увидите. Вот этот вот дом, видите? Вот ему, чтобы домой попасть, ему надо пройти мостик. Вот ты проходишь мостик, и вот у тебя дверь домой. Кстати, тоже такой заброшенный дом. Никто не живет. Видимо, надоело людям через калитку ходить. Давай, Хаяку. Аошинго. Хаяку. Давай. Интересный факт, ребята. Вот сейчас мы слышали звук светофора.
да, это звук, точнее, пешеходного светофора, когда тебе горит пешеходный переход, горит зеленый свет. Ну вот птичку, да, какую-то, не знаю, что это было, это соловей какой-то, не знаю, неважно. И что интересно, это для незрячих людей, для слепых, да, чтобы они понимали, что им горит зеленый свет. Но что интересно, что на тех светофорах, где установлена эта штука, да, она не везде, но в большинстве случаев, наверное, 80%, что установлено, ну, из всех светофоров. Так вот, с запада на восток, которые светофоры, да, вот сейчас было это с запада на восток, либо с востока на запад, одна птичка. А с севера на юг или с юга на север, которые светофоры установленные, да, там другой звук, другая птичка какая-то. Это для незрячих людей, то есть они, скорее всего, вот в этой школе в своей, да, учат вот это дело, да, что если птичка такая-то, значит этот светофор указывает, ну, значит, вам горит зеленый свет именно там с севера на юг. И на всех светофорах одинаково. Мне, конечно, интересно, а если вдруг там спорный вопрос, да, конечно же, вы задумались об этом. Если спорный вопрос, мол, какая именно, ну, то есть птичка будет, да, кукарекать, если, допустим, светофор наискосок идет. Фиг его знает тогда, я не знаю. Вот, допустим, на этом светофоре она не установлена. То есть по-разному. Сейчас Ёшка зайдет в супермаркет, что-то там детям купить. И мы поедем в... Короче, там тоже есть детская площадка одна. Поедем туда. Я не знаю, как она называется. Там несколько магазинов, автобакс также есть. И детская площадка. Такая вот площадка для велосипедов в супермаркете. Да? Это Япония. Japan. Japan. What is it? It's a nin. What? Nin. Ninja. 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 Sure. Okay. So do you like mama? Yes. Papa? Yes. Leo? No. Не? So, who is number one, Papa or Mama? Papa. Okay. Mama? Mama. Number 2. Number 2. Leo? Number 4. So, who кто? Number 1. But Papa number 1. Who and Papa number 1? Окей. Девушка мне мороженое купила. Очень классное мороженое в тюбике. Когда ты можешь ехать на велосипеде, либо на машине, и есть прям с тюбика просто. Посасывать, так сказать. Вот, ну это очень удобно на самом деле. Ты берешь вот так и, блин, а его надо подождать, чтобы оно растаяло. Потому что оно не лезет поначалу. Очень вкусно. Ванильное мороженое. Так, поехали. Нам ехать минут где-то 15-20 на велосипеде. Сейчас будем ехать, ребят, через самый обычный район жилой. Это вот частный сектор. Типичные японские дома. У кого вот есть навес, это считается на самом деле, ну, в принципе, круто, когда у тебя есть навес. У меня, допустим, навеса нету, но мы снимаем дом, и я не могу себе сделать навес. Вот видите, вот как здесь. А хотелось бы, хотя бы навесик. Вот как здесь, видите, навес есть у людей. Здесь вообще круто. Здесь какой-то, это, наверное, что-то, фирма какая-то. А может и дом частный. Нет, дом частный. Да, частный дом. Прям большой гараж у них. Это круто. Что валяется на асфальте. Смотрите, какие здесь переулочки пошли узенькие. Я даже не знаю, куда мы едем. Ну, в плане, я знаю, в какую сторону, но в этих переулках я первый раз. Вот им тяжело здесь. Каждый день надо выезжать, представляете, и ехать по этому переулку. Каждый день. Вон Хаммер H2 у кого-то. Но он, скорее всего, не ездит по этим переулкам, он сюда едет, скорее всего. Вместо гаража у кого-то. Раз. Чехольчик. Как будто не машина стоит, а просто какой-то, блин, пакет просто, блин, с каким-то мусором. Такая вот у нас река здесь. Так, по тормозам, красный свет. Все здесь. Мина. Та-да. Давай, Лео, пошли. Здесь, кстати, есть лифт для этого пешеходного перехода. Есть лифт, мы не стали им пользоваться. Вот, можно на лифте подняться. Вот такой вот очень старый пешеходный переход. Он прям и здесь перейти дорогу, и тут.
И все это вместе подсоединено. Единственное, что если оттуда сюда, то не перейти. Это нужно крюк делать. Вот. Но там есть пешеходный переход. И это все для велосипедов сделано. Пешеходные переходы для велосипедов. О, смотрите, какой крузак сейчас проедет. Опа. Вообще пойдет. Поехали дальше. А здесь сейчас слева находится мореходка, где учился мой тесть. Сейчас покажу вам ее. Вот здесь вот. Сейчас будем проезжать главные ворота. Вот это вот мореходка. Главные ворота. Вот здесь вот учился мой тесть. Там большая территория. Ocean Science and Technology Kobe University. Они изменили имя. Ой, название, Ешка говорит. Там у них в этой мореходке свои причалы, значит. Какие-то даже есть такие, ну, какие-то катера, что ли, я не знаю. Вот. Но свои причалы, лодки какие-то. Ну, в общем. То есть выход к морю есть. Вот. Сразу. Очень удобно, классно. И парусник какой-то там есть у них. Парусник, на котором они тоже выходят в море. Все, а мы подъехали к нашему месту назначения. Сейчас тут посмотрим, что у них здесь есть. А там полицейский кого-то поставил. Только что полицейский. Он там стоял на мотоцикле, мы мимо проехали. А сейчас он здесь проехал и... никого. Не, поставил. Вон там он с кем-то стоит. Аж туда уехал, блин. Что ж так далеко? Аж вон хрен знает где, короче. Вот они именно на мотиках, не на мопедах. Есть на мопедах просто. А именно на мотиках они следят именно за всем, в принципе. И пристегнутый ремень, и там по телефону разговаривать. Но по телефону разговаривать, это прям вот так телефон держать. То есть, если ты по наушнику, либо по громкой связи, это то есть не нарушение абсолютно. А если ты вот телефон вот так, все, это ставят. Ремень тоже, если нет ремня безопасности, все, это вообще не прощается. Единственное, что если ты на траке едешь в промышленном районе, тебя вообще не трогают за ремень. Можешь прям нагло, без ремня, вообще не трогают. Также на траке под знак «Остановка» или «Стоянка» запрещена. Останавливаются все, в принципе, под этим знаком на траках. Здесь вон гонки происходят. Сейчас я смотрю, мало людей, всего лишь один гоняет. Вообще они здесь приезжают, здесь съезжаются куча народу. Вот так вот у них, у всех вот как у этого затарено куча запчастей. И они здесь гоняют. Мужики, причем взрослые, гоняют в гонки на машинках на радиоуправлении. Зонтиков вон целая куча. Вот здесь вот получается плейграунд, там где дети могут поиграться. А наши сели где-то здесь. Вот они. Наникура. Да. Давай, показывай. Что это такое? Ичибан кочи. Вакаран. Ичибан кочи, да. Давай, ирите. Саки ичибан кочи. Так, теперь нужно воду. Давай. Ага, цвет меняет. Видишь? Да. Давай. О, теперь оно вообще становится, смотри, какое-то синее. Так, мазете. Давай, папа, мазеру. Папа, профессионал, давай. Смотри, вот так. Все. Can папа eat first? Так. Папа попробует. Немножко кисло. Этой штуке 40 лет, то есть эта штука появилась 40 лет назад в Японии. И, кстати, что интересно, что здесь нету химии, да, chemical 9, Ару, да? Все, есть. Чуть-чуть, короче. Папа не дашь ты, папа не. Посмотри, для папы, как он. Чуть-чуть. Ну и что? Мой икай табитай. Папа не дашь ты, папа не. Давай икай даки. Что? Папа не. Чуть-чуть, совсем. Ну ё-моё. И папа не дашь ты. Здесь, значит, продаются вот эти вот в блине, мороженое. Нанига суки деска. Нанига осусуме нанига деска. Осусуme ne. Donna no amai, suppai, do. Мама, амай. Коре ва банана то нан これ дешо? ね、チーズケーキ。 チーズケーキ。チーズケーキとブルーベリー。オッケー。レモン。そうなんですか。レモンはチェリー。はい。これこれはチョコレートケーキとイチゴチョコ。いちごチョコ。いちごチョコ。いちごチョコ。これ？はい、お願いします。 Okay, はい thank you. Сейчас возьмем, попробуем. Это на самом деле очень вкусная хрень.
Вот серьезно. Я уже не впервые это показываю вам и покупаю это на самом деле очень. Не прям там часто, но много раз уже покупал. Да вкусно по-любому. Невкусных я еще не ел. Разве что в комби. В комби не продают вот так себе. Коно чокоре джибунде цукуримаштака. これもいちごですか。いちごです。冷凍チョコですね。ああ。大きいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Вот такой вот. Стоит 850 йен. Сейчас попробуем. Сейчас Ёшка меня. А где она, кстати? А вот уже поглядывает. You want or not so? Not so, ne? No? You something? アイス硬いね It's chocolate. Nuts inside You will break everything. ブラウニー Короче, вот такой вот めっちゃ甘い в блине. Причем блин очень-очень нежный. И здесь в блине You eat ice cream разные вкусности, друзья. Как это вкусно. Это реально. И блин такой. Вот его прям я ложкой деревянной могу прям рвать. Очень легко. Вот видите? Это реально, вот если у вас этого нету, на этом можно сделать бизнес. Называется крейп. Это офигенная фигня просто. Просто офигенная. Мы едим ложками сейчас. Обычно я когда покупаю, я ем его так. Ну, он как стаканчик идет, завернутый. Его можно есть сразу так. Хаппяку годжуен. Такая, не? Это реально, это дорого что-то. Обычно 600-700 йен. Вот такой. А здесь 850. Gimme gimme あそれをしないと Gimme that これ For one person it's too much now How do you think? No. It's for one person. Отобрали. You take from me everything. Вот смотри, Бразилия сборная. Вот. Сарева, Неймар, не? Неймар, что ли? Роналдо. Фуруйно, Роналдо. Yes. Да, это прикольно. А ну давай этот, Нихонно. Коре Нихонно, мите. Вот. Ой, японская по-любому сейчас в спросе вообще в конкретном. Сейчас мы посмотрим. Тут брелочки. Сколько стоит? 13 тысяч йен. Футболка. Блин, качество, конечно, у них тут на высоте. На самом деле. Идем еще посмотрим. Англия. Сколько стоит? Сейчас посмотрим. 15 тысяч йен. Англия подороже будет. Аргентина. 9 тысяч йен. Ладно, идем. А где белая? Вот белой нету реально. Ёшка вот мне сказала, что белой нету футболки японской сборной. Офигеть можно. Скорее всего нету. Вон этот молодой футболист Куба, ему, по-моему, 18 лет что ли. Сейчас играет в сборной. Очень знаменитый в Японии. Да, баскетбол. Джордан. Мячик Джордан. Вон, смотри, какие мячи, да, здесь крутые. Блин, качество, конечно. Вообще, я в Японии, наверное, ни разу не видел, чтобы что-то было плохого качества. Да? Ну как тебе такое? Вот это вот дешевое, видишь? Вот это вот, кстати, да. Вот я за них и говорил. Все-таки есть, да. И здесь 13 тысяч йен. Хотя, блин, мне кажется, вот это получше будет, который дешевый. Вот этот вот. Прям чувствуется. No, we go. Мечей здесь, конечно, прикольных много. У меня малый ходит на футбол. Вот младший. Ему очень нравится футбол. Бутс, конечно, вообще много очень. И бутсы, там, копочки, короче, тут все вообще есть. Тут большой магазин, это не только футбольный, тут вообще любого спорта. Даже бейсбол, там, гольф, короче, здесь все есть. Это мы зашли просто угол именно футбольный. Конечно, кет очень много. Такие цены нормальные, 16 тысяч йен, это где-то $100. У меня вот похожие валяются просто. Малый ходит на футбол, и очень прикольные такие тренировки раз в неделю по воскресеньям. И делает это типа как волонтеры, короче, тренера. Они не берут деньги с этого вообще. Мы скидываемся, единственное, что на всякие там мячи, там сетки, там, ну такое, короче. Вообще там что-то 500 йен или сколько в месяц, короче, с ребенком. Это вообще ни о чем. И ты приходишь с ребенком, и ты можешь также вместе с этими тренерами тренировать детей. Вот. И я вот прихожу, ну кто хочет из родителей, я прихожу и тоже я одеваю кеды и вот с детьми там тоже играю, короче. А вон я смотрю, детские есть тоже. Совсем вот как у малого размер примерно. Здесь даже велики продаются, блин.
61 тысяча иены. Такое, недорогие, по 60 тысяч йен. 70, 60, 50 и так далее. Что за фирма? Бианчи. Бианчи. Или Гиад... Что? Непонятно, что там написано. Гиант. Гигант какой-то, блин. Тайванский производитель и итальянский. Вот это Бианчи, это Италия. Гиант, Тайвань. Значит, вот это Италия пошла. 57, вот 80, вот этот белый. 77. Нормальные велики. И это недорого, в принципе. Да, вон итальянский флаг. Мартин. 76 тысяч йен. Хаммер. Реально Хаммер. 32 тысячи йен вообще, блин, дешево. Вот такие вон 160 тысяч йен. О, сколько стоит? 54 тысячи йен? Реально? Что, реально, что ли? 54 тысячи йен? Прикиньте. Это вообще, блин, шара. Не знаю, да, по-моему, на них номера нужны. Может, он без батарейки, типа, столько стоит или как? Фиг его знает. Ладно, идемте. Короче, такой магазин, блин, очень большой. Здесь и для бокса есть, вон, бейсбол, вон, вижу, написано. Мама! На. Ой, давай. На. Все, мама побежала. Найс. Давай, ай. Во. Во. Все. На. Да что ж такое? На. Пошла мама. Запустили маму опять. Давай. Оп. Ветер сильный. Что-то полиция здесь стоит. Малый говорит, полиция ко мне приехала. Ой, а там прям много полиции. Идем посмотрим. Как-то. Идем. Мини-ку что-то. Папа Кёмига орут. Let's go. Какие-то там мотики стоят и полиции много. Вот там вот. Они с кем-то разговаривают там. С каким-то мотоциклистом. Что они там или кого-то пакуют, или что там происходит? Очень непонятно. Полицейских реально дофига просто. Да, реально много полицейских. 2 машины, и 2 мопеда, и прям полицейских дофига прям. Еще одна вон машина стоит, вон вдали. Еще один кран. 3 машины и 2 мопеда полицейских. По-любому это, короче, что-то было такое серьезное. Все, поехали. Короче, если суши здесь много народу, ну, в плане очередь, а это, скорее всего, тут очередь, то поедем уже домой, наверное. Сейчас она узнает, там на компьютере обычно написано. Короче, если много народу, то поедем домой. Мало народу, присядем здесь. Ребята, обязательно напишите комментарии, как вам вообще такие семейные видео, потому что, ну, многие пишут, что они скучают по таким семейным видео. Хотя семейные, в общем, набирают намного меньше просмотров, чем автомобильные, допустим. Все, а тут у нас паника. Все, вот, смотри. Ой. Блин, они любят суши. Ну нельзя, ну смотри, много народ. Даже купить здесь нельзя, тоже в очередь. Все, поехали. Тамаго суши каймашока. Поехали. Что ж такое, плачет сзади. Тамаго суши это суши с омлетом, блин. Без рыбы, с омлетом малый очень любит. Просто рис, а сверху кусочек омлета. Как же все-таки хорошо иметь вот такой вот движок. Вот у меня и у Ёшки на велосипедах есть небольшой двигатель. Вот, кстати, что у меня, что у Ёшки, двигатель Yamaha. Он с батарейкой. Двигатель этот сам по себе не работает. Малый у меня сзади плачет просто большими слезами из-за этих суши. Он сам по себе не работает,
Он только если ты крутишь педали, он тебе, короче, легко крутить педали. Вот я сейчас в горку еду, а педали крутятся, наверное, чуть-чуть, совсем чуть-чуть сложнее, чем я буду ехать вниз. Практически одинаково. Просто немножко чувствуется, что я в горку еду. Как бы, ну, чуть-чуть тяжелее, вот. Но не скажу, что прям там сильно. И у Ёшки то же самое. А у Лео обычный велик, видите, ему приходится крутить. А у нас тут, ребята, вот такая красота, смотрите. Разве не красиво? Сейчас остановимся, посмотрим. Вон, смотрите. Кирей, Джане. И там просто море. С этой стороны Осака, там в той стороне Кобе. Пароходы на рейде стоят, на якоре. В общем, красота. Теннисный корт, видите, их вообще на самом деле дофига в Японии. Вот, особенно вот на этом пятачке тут дофига теннисных кортов. Просто нам видно их сколько? Раз, два, три, четыре, 6 их видно. Вот. Вот этот вот завод, я сюда часто езжу. Все, поехали вниз. Ёшка говорит, давай покушаем сегодня на улице. Точнее, не давай покушаем, она мне сказала, а просто мы едим сегодня на улице. Мать не хочет сегодня мыть тарелки. Но у нас что, вот хорошо? Вообще в Японии что хорошо, что ты можешь просто купить в супермаркете какую-то готовую уже еду, вот как суши, допустим, да, вот мы сейчас суши купим. И она просто, ну, хорошего качества будет. Про плохое качество продуктов можно даже не думать, ребят. Хотя суши, да, это должна быть свежайшая рыба. Тебе нельзя, короче, подсунуть там вчерашнюю, допустим, ты отравишься. Полная уверенность, что ты не отравишься, что абсолютно нормальная рыба будет. Единственная разница с ресторанами, допустим, что в супермаркете будет рыба, части рыбы, да, дорогой, недорогая рыба, короче. А в ресторанах, допустим, там могут дорогую какую-то подавать, там, допустим, тунца, там, какого-то голубого тунца, да, вот в ресторане. В супермаркете ты такого, если найдешь, то это очень дорого. И еще под вечер эта рыба, ну вот суши или сашими, да, вот эта свежая рыба, которую можно есть в свежем виде, на нее скидки даются под конец дня, в общем, потому что им надо продать. Вчера зашли в супермаркет, там скидки были 50% на суши. Так, что у нас здесь есть? Из быстро купить и съесть сразу. Ёшка уже кричит, sold out. Вообще пустые полки. А здесь обычно все вот это готовое такое. Так, ну здесь какие-то салаты. Вон готовые тоже. Вот. Рис сразу с мясом, там, с курицей. Стоит вот такой вот готовый обед 520 йен. 520 йен. Это прям наесться нормально так. Ну, не чересчур, ну и голодным не остаться. То есть нормально вот поесть. Сразу там рис, мясо и какой-то небольшой салатик. Вот 500 йен, считай. Это разве много? И из нормальных продуктов. Там нету химии никакой. Все, сыр. Понятно все. Кстати, в Японии не везде продается сыр, вот как у нас, да, вот там, чтобы там полкило там или сколько, 200 грамм там сыра. Здесь такого нету. Точнее, есть, но просто не во всех супермаркетах. Вот здесь, допустим, нету, короче, в этом супермаркете, чтобы у тебя был просто кусок сыра, как мы привыкли видеть, да, там какой-то голландский сыр, там, я не знаю. Есть такое сразу нарезанный, он уже на бутерброды. Есть просто как масло его мазать надо, значит. Есть вот такое, да, там топленый какой-то сыр, там, да, вот. Такое у вас тоже есть, это везде есть. Ну и все, ребят, поняли, да? А куска сыра обычного нету. Моцарелла вон есть, это довольно популярная тема. Ну такой вон пармезан уже сразу, чтобы сыпать там, да, там какой-то на спагетти какой-то. Вот такой сыр для пиццы, он уже сразу нарезанный кусочками. Вот. А вот куска сыра цельного нету. И теперь живи с этим, да? Но я, опять же, да, вот я знаю магазины, где есть сыр, и мы там покупаем. Не скажу, что часто, но покупаем. С колбасой такие же проблемы. Палку колбасы ты здесь не купишь. В плане, она уже сразу нарезанная идет. Сразу вот, и причем тонко так режут. Вот тебе мясо нарезано, колбаса нарезанная сразу, вот видите? А палки колбасы нету. Нигде. Вот куча колбасы вот разной. Выбирай любую. А палки колбасы нету. Ну вот максимум. Ну это сосиска, это же не колбаса. Вот такое. Ну а это типа как, я не знаю что. Ну короче, вы поняли. Типа как паштет такой. Сосиски. Сосиски вообще проблем нет. Смотрите, какой выбор сосисок. Вот отсюда, наверное, до сюда. Это все. Вот в этих пакетах это тоже сосиски. Какие-то маленькие, какие-то большие, длинные, узкие, тонкие сосиски. Даже есть с сыром внутри, там, еще с чем-то. Короче, много-много сосисок. А, вот, смотрите, салами есть. Солями. Да?
сырокопченая колбаса. Вот такое, и то не палка, а пол палки колбасы. Вот мясо копченое, да, его дофига. Здесь, кстати, выбор, я смотрю, небольшой. Обычно есть дофига мяса копченого. Ну вот, смотрите, допустим, да, давайте по цене. 500 грамм, 1000 йен копченое мясо. Вот, и, конечно, по ценам я не буду здесь проходиться. Все-таки видео не про это, да, видео про наш выходной. Но все же зашли в магазин, давайте посмотрим цены, да. Сразу же курица, да, цены. Это, как она называется, окорочка, да, это не окорочка даже. Я не знаю, у нас пульки это называют. Короче, уже маленькие на косточке вот это вот мясо, да? Лапки это или что, ножки, хрен его знает. Не, это не ножки, да? Короче, неважно. 660 грамм, 500 йен. Sold out? Суши закончились, говорит. Все раскупили. Это была курица. Куриная грудинка, уже сразу такая вот филешечка, да, вот уже обрезанная, там без шкурки, без ничего. 250 грамм, 220 йен. Дальше у нас идет, сейчас быстренько свининку посмотрим. Вот, допустим, ребра уже сразу нарезанные, да, вот ребра. Здесь 390 грамм, 580 йен. Дальше свинина, вот мне кажется, это даже не шея, это лопатка, что ли, где-то там. 630 грамм, 1000 йен. Ну и говядина. Говядина у нас дорогая. Говядина, потому что в основном вот такие вот всякие, видите, вагю. Но это, кстати, это американское мясо, оно дешевое. Или это не Америка? Ну да, Америка. Все, Америка. Вон, допустим, японское мясо. Японское, оно качество хорошее, но оно дорогое. Вот говядины. Вот, смотрите. 400 грамм, 2000 йен. Вот, пожалуйста. 300 грамм, 1600 йен. 2000 йен, 300 грамм. Ну, вот такое вот. 130 грамм, 1200 йен. На тебе. Выкусика. 2200 йен, 200 грамм. Так, а суши у нас, короче, мама уже нам сказала, да, намекнула, что суши здесь нет. Да, здесь вообще, вот здесь должны быть суши, а их нету. Короче, это мы хотели суши поесть. Раскупили все нахрен вообще. У них же все по звонку, блин, везде. Все, вообще никаких суши нету. Охренеть можно. Хоть бы оставили бы что-то. Вообще, вот как с ними, а? Возьму назло и не буду есть суши сегодня. Рыба, допустим, сашими, тунец 130 грамм, 1500 йен. Ну, это, кстати, какой-то дорогой тунец, есть подешевле. Ну, красная рыба, 20% скидка сейчас. 115 грамм, 500 йен. Можно и дешевле покупать. Ладно, идем. Пошли, здесь нечего ловить. Вот мама взяла суши какие-то. Ну, реально, да, блин, это что, на семью нам? Чуть-чуть, короче, суши взяла. Где наша мама? Кстати, да, ребят, в Японии ты платишь сам и упаковываешь в кулечки, ну, в пакеты тоже сам. Сейчас вам покажу. Вот здесь места, где нужно упаковывать самому. Ты берешь, вот сам платишь, вот видите, Ёшка сама платит. Вот, 2200 йен нам обошлось. А потом сюда идешь, здесь у тебя есть такие пакетики, если ты хочешь по пакетикам расфасовать. Если ты не можешь даже, знаете, вот как пакетики, они слиплись, и у тебя не получается их раздвинуть там, чтобы внутрь что-то положить. Для этого есть вот такая вот штука, которая, чтобы тебе чем-то намочит пальцы, блин. И потом ты, оп, смотрите, как легко это все делается. Алкоголь написано. Ничего себе, поняли, да? Спирт. Да, спиртом пахнет, нифига себе. И потом раз себе и все. Прикиньте, прикольно. Вон, Ёшка. И также есть это самое, чтобы заклеить чем-то, вот скотч. Рот кому-то заклеить, раз малому быстро. Короче, ну вообще прикольно. До мелочей, все до мелочей. Еще, короче, на выходе здесь есть лед и микроволновка. Микроволновка, если тебе надо что-то... Не, вот сюда. Если... Не, куре, сосус, гомен. Молодец. Если тебе надо что-то разогреть, да, там, что мы сейчас вот купили, то в микроволновке себе раз-раз и все. Сейчас мы тут сядем все спокойненько и покушаем. Так, что у нас здесь есть? Это Сашина. Да, ветер у нас, конечно, вообще. Оно все сейчас поулетает просто. Вот это вот макароны, соба с морепродуктами стоит 400 йен. What did you buy? Крем? And? Соба? Да, она сейчас поулетает тут все. Вон, there is already 3 kids. Where he come? 3 kids already. Все, друзья, мы едем домой. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, писать комментарии. Это бесплатно абсолютно. Я с Ютубом договорился, если что. Так что пишите, друзья. Все, пока-пока, Лео. Бай-бай. Бай-бай. Пока-пока. Пока. Бай-бай. Пока. Пока.